Урок 1. Расслабление йогой. Мне нравится заниматься йогой, это помогает мне расслабиться и улучшить гибкость. Это круто. Я тоже подумываю начать заниматься йогой. Вам обязательно стоит попробовать. Это так полезно как для тела, так и для ума. Я слышала, что это действительно помогает снять стресс. Точно? Кроме того, разные позы отлично подходят для укрепления мышц. Я мог бы использовать это в своей повседневной жизни. Как часто ты тренируешься? Я стараюсь делать это несколько раз в неделю. Чувствую себя потрясающе. Возможно, я присоединюсь к вам. Было бы здорово иметь приятеля по ЕГЭ. Абсолютно. Давайте скоро спланируем совместную сессию. Урок 2. Советы путешественникам. Каждому пассажиру разрешается брать с собой на рейс одну ручную кладь. Приятно это знать. Я всегда боюсь упаковать слишком много вещей. Я тоже. Сложно уместить все в одну сумку. Мне нравится составлять список перед упаковкой вещей, чтобы быть в порядке. Это умно. Мне следует начать это делать, чтобы избежать стресса. Это действительно помогает. Кроме того, это гарантирует, что я ничего не забуду. Я обязательно попробую этот совет в своей следующей поездке. Давайте обязательно поделимся советами по путешествиям по ходу дела. Конечно. Путешествовать всегда лучше при хорошем планировании. Урок 3. Будьте в курсе событий. Важно быть в курсе текущих проблем. Да, давайте продолжим регулярно обсуждать эти темы. Я считаю, что знание — это сила, особенно в современном мире. Абсолютно. Чем больше мы знаем, тем лучшие решения мы можем принимать. Мне нравится, что мы можем обмениваться идеями и учиться друг у друга. Это делает наши разговоры интересными и содержательными. Давайте возьмем за привычку обсуждать что-то новое каждую неделю. Мне бы очень понравилось. Это поможет нам обоим расти и понимать больше. Отлично! Я с нетерпением жду нашей следующей дискуссии. Урок 4. Разнообразный опыт. Этот район очень разнообразен, если вы проедете несколько миль к северу от Торонто. Да, интересно наблюдать за разными культурами и сообществами. Каждый район имеет свой неповторимый характер и шарм. Мне нравится исследовать новые места и узнавать об их истории. Это отличный способ общаться с людьми из разных слоев общества. Полностью согласен. Разнообразие обогащает нашу жизнь во многих отношениях. Давайте составим план совместного посещения некоторых из этих кварталов. Мне бы очень понравилось. Это будет приключение, полное открытий. Абсолютно. Мне не терпится испытать все это вместе с вами. Урок 5. Красивые пейзажи. В Новой Зеландии много красивых пейзажей, разделенных узким каналом воды. Да, захватывает дух. Я видела фотографии потрясающих пейзажей. Горы и пляжи выглядят как нечто, изображенное на картине. Мне бы очень хотелось побывать и увидеть красоту лично. Это определенно в моем списке путешествий. Природа здесь невероятная. Нам нужно спланировать поездку.
Это было бы незабываемое приключение. Я уже могу представить себе прогулку по этим удивительным тропам. И наслаждайтесь свежим воздухом, любуясь видами. Давайте продолжим мечтать о наших будущих путешествиях вместе. Урок 6. Идеи для путешествий. Да, перед входом обязательно наденьте надлежащие купальные костюмы и душ. Что еще вы рекомендуете добавить в наш маршрут? Определенно, посещение местных рынков поможет нам познакомиться с культурой. Звучит забавно. Мне нравится открывать для себя уникальные вещи и пробовать уличную еду. Да, и мы также должны рассмотреть возможность проведения досуга на свежем воздухе, чтобы насладиться пейзажем. Пешие прогулки или езда на велосипеде могут стать отличным способом увидеть пейзажи вблизи. Я согласен. Все дело в том, чтобы создавать незабываемые впечатления во время наших путешествий. И чем больше мы исследуем, тем больше историй нам придется рассказать позже. Точно. Давайте составим список всего, что мы хотим сделать и увидеть. Урок 7. Приключения на побережье. Вы когда-нибудь думали о прогулке на лодке по побережью? Ух ты, это звучит как невероятный опыт. С воды так много всего можно увидеть. Определенно. Виды, должно быть, захватывают дух, а волны и небо сходятся на горизонте. Я могу представить свежий морской бриз и шум плеска воды. Это уникальная перспектива, которая позволяет совершенно по-другому оценить природу. Кроме того, вдоль побережья часто можно увидеть интересные места для наблюдения за дикой природой. Точно. Каждое мгновение на воде наполнено волнением и открытиями. Мне бы очень хотелось запечатлеть эти воспоминания фотографиями и историями, чтобы поделиться ими позже. Здесь действительно есть чем заняться, и каждое приключение дополняет наше путешествие. Урок 8. Кардиотренировка. В последнее время я занимаюсь в основном кардиотренировками, например, бегом и ездой на велосипеде. Звучит отлично. Кардиотренировки очень полезны для здоровья в целом. Да, и кроме того, я начала заниматься силовыми тренировками. Это разумный шаг. Силовые тренировки действительно дополняют кардиотренировки. Это помогает нарастить мышечную массу, одновременно повышая выносливость, что является беспроигрышным вариантом. Я согласен. Кроме того, это делает рутину свежей и увлекательной. Точно. Мне нравится менять вещи, чтобы поддерживать высокую мотивацию. Заметили ли вы какие-либо изменения с тех пор, как начали эту новую рутину? Определенно, я чувствую себя более энергичной, а моя выносливость значительно улучшилась. Урок 9. Время размышлений. Я считаю, что спокойное время позволяет мне размышлять над своими мыслями и эмоциями. Это замечательно. Это дает вам понять, что важно. Да, удивительно, как много мы можем узнать о себе в такие моменты. Полностью согласен. Это похоже на сеанс мини-терапии. Точно, в спокойное время я часто придумываю новые идеи. Удивительно, как работает наш ум, когда мы замедляемся. Вы пробовали вести дневник во время размышлений? У меня есть. Записывание вещей действительно помогает мне понять свои чувства. Отличная идея.
Возможно, я тоже начну вести дневник для большей ясности. Урок 10. Истории рецептов. Как насчет того, чтобы включить в каждый рецепт несколько личных историй или анекдотов? Это было бы здорово. Это придает блюдам индивидуальность. Точно. Обмен воспоминаниями делает рецепты более интересными. Кроме того, это может вдохновить других на создание собственных историй на кухне. Мне нравится эта идея. Еда часто связана с нашим жизненным опытом. Да, это объединяет людей таким значимым образом. Давайте проведем мозговой штурм нескольких историй и включим их в наши любимые блюда. Не могу дождаться. Это сделает наши кулинарные сеансы еще более особенными. Абсолютно. Кулинарное повествование может быть прекрасным видом искусства. Урок 11. Тенденции онлайн-продаж. Похоже, что онлайн продажи продолжат доминировать на рынке. Да, удобство покупок в интернете трудно превзойти. Многие предпочитают просматривать веб-страницы из дома, а не ходить в магазины. Точно. Кроме того, в интернете часто есть более выгодные предложения. Удивительно, как компания адаптируется к этой тенденции. Да, и они используют социальные сети для эффективного привлечения клиентов. Я думаю, что местным магазинам также важно присутствовать в интернете. Я согласен. Это помогает им конкурировать в цифровую эпоху. Давайте посмотрим, как это будет развиваться в ближайшие годы. Урок 12. Лидерство и самопожертвование. Мне нечего предложить, кроме крови, труда, слез и пота. Это сильные слова. Это свидетельствует об истинной приверженности делу. Да, лидерство часто требует больших жертв и стойкости. Это вдохновляет. Лидеры, преданные своему делу, могут мотивировать других. Точно. Они задали тон трудолюбию и настойчивости. Удивительно, какое влияние может оказать целеустремленный лидер. Я верю, что преданность делу может способствовать переменам в сообществах. Абсолютно. Очень важно иметь действительно неравнодушных лидеров. Давайте обсудим, как воплотить эти ценности в своей жизни. Урок 13. Планирование приключений. Кемпинг может дополнить приключения, но также неплохо иметь варианты проживания в отеле. Это правда. Оба опыта обладают уникальными преимуществами. Кемпинг позволяет нам по-особому соединиться с природой. А проживание в отеле обеспечивает комфорт и удобство. Приятно иметь сочетание вариантов для разных настроений. Точно. Иногда вы жаждете приключений, а иногда хотите расслабиться. Давайте спланируем поездку, включающую оба опыта. Мне бы очень понравилось. Это было бы увлекательное времяпрепровождение. Определенно, мы можем наслаждаться лучшим из обоих миров. Урок 14. Культурное уважение. Да, я провела небольшое исследование, чтобы убедиться, что уважаю их обычаи. Это очень важно. Понимание культуры имеет большое значение. Абсолютно. Это свидетельствует об уважении и уважении к их образу жизни.
Я согласен. Это помогает укрепить доверие и взаимопонимание с другими. Кроме того, знакомство с различными культурами обогащает наш собственный опыт. Да, удивительно видеть, насколько разнообразен наш мир. Думаю, мы всегда должны стараться быть культурно осведомленными и чуткими. Определенно. Это делает нас более информированными и чуткими людьми. Давайте продолжим изучать новые культуры и учиться у них. Урок 15. Принесите книгу. Отличная идея. Надо было мне взять с собой книгу для этой поездки. Да, хорошая книга может сделать ожидание намного приятнее. Мне нравится погружаться в историю во время путешествий. Точно. Это отличный способ скоротать время и расслабиться. Обязательно в следующий раз я не забуду взять с собой книгу. Вы не пожалеете об этом. Это добавит приятного штриха любому путешествию. Кроме того, если кто-то спросит об этом, это может вызвать интересные разговоры. Абсолютно. Книги — отличный способ общения с другими людьми. В будущем я обязательно сделаю это частью своей повседневной поездки. Урок 16. Маркетинговая аналитика. Привет. Вы видели новую маркетинговую кампанию? Да, это очень впечатляет. Они действительно справились с поставленной задачей. Я согласен. Визуальные эффекты и сообщения очень интересны. Приятно видеть, как они эффективно взаимодействуют со своей аудиторией. Думаю, они проделали отличную работу по пониманию потребностей потребителей. Да, и использовать данные для реализации своих стратегий разумно. Мне интересно посмотреть, как эта компания будет работать в ближайшие несколько месяцев. Я тоже. Будет интересно проанализировать результаты. Давайте продолжим обсуждать эти тенденции по мере их развития. Урок 17. Воспоминания детства. Когда я была маленькой, у меня была очень простая тряпичная кукла. Звучит очаровательно. Иногда простые игрушки оставляют самые лучшие воспоминания. Да, на ней было простое платье, но оно очень много значило для меня. Удивительно, как маленькая вещь может иметь такую сентиментальную ценность. Абсолютно. Эта кукла была моим постоянным спутником в детстве. Могу себе представить. Наверное, было приятно иметь его рядом. Так и было. Думаю, эти ранние воспоминания формируют то, кем мы являемся. Определенно. Приятно слышать о твоей связи с этой куклой. Спасибо. Эти воспоминания всегда вызывают улыбку на моем лице. Урок 18. Рассмотрение предложения. Привет. Я изучил предложение, и у меня есть несколько опасений. В самом деле, какие именно области вас беспокоят? Я заметил, что некоторые бюджетные сметы выглядят немного оптимистично, что может быть рискованно. Это верное замечание. Очень важно обеспечить реалистичность наших прогнозов. Точно, мы должны быть готовы к непредвиденным расходам, которые могут возникнуть. Как вы думаете, что было бы разумной корректировкой бюджета? Я считаю, что нам следует увеличить резервный фонд на случай любых неожиданностей. Звучит разумно.
В этих вопросах лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Согласен. Давайте внесем эти изменения, а затем снова представим их на утверждение. Урок 19. Вклад в развитие. Думаю, у всех нас есть свой жизненный опыт, который может внести свой вклад в помощь и развитие. Абсолютно. Наши уникальные перспективы могут обогатить обсуждение и решения. Очень важно использовать наши навыки и знания для всеобщего блага. Да, каждый небольшой вклад со временем может оказать значительное влияние. Я считаю, что сотрудничество является ключом к решению стоящих перед нами проблем. Определенно. Совместная работа повышает нашу эффективность и расширяет охват аудитории. Давайте проведем мозговой штурм, как лучше использовать наши сильные стороны в этом проекте. Отличная идея. Будет интересно посмотреть, чего мы сможем достичь вместе. Я с нетерпением жду возможности изменить ситуацию к лучшему. Урок 20. Разделы газет. Мне нравится читать результаты многих игр и соревнований в спортивной секции. Это всегда интересно. Это позволяет вам быть в курсе ваших любимых команд. Точно. Но мне также нравится развлекательный раздел газеты. Да, интересно видеть, какие фильмы и сериалы в тренде. Мне нравится открывать для себя новые релизы и предстоящие события в этом разделе. Это отличный способ спланировать мероприятия на выходные или киновечера. Вы видели в последнее время какие-нибудь хорошие фильмы, в которых снимались? Я посмотрел пару новых фильмов. Мне не терпится поделиться своими мыслями. Давайте скоро сравним заметки и спланируем вечер кино. Урок 21. Этикет чихания. На днях кто-то чихнул прямо передо мной, не закрывая рот. А нет, это так грубо. Важно соблюдать правила гигиены. Я просто задержала дыхание на секунду, пытаясь избежать попадания микробов. Это разумный шаг. В таких ситуациях всегда лучше быть осторожным. Абсолютно. Думаю, нам всем следует внимательнее относиться к тому, как мы чихаем. Да, такой простой жест, как прикрытие рта, может предотвратить распространение болезни. Точно. Это часть внимания к другим людям на публике. Давайте напомним друг другу о правильных привычках, особенно в сезон гриппа. Отличная идея. Все дело в том, чтобы все были здоровы и безопасны. Урок 22. Трудности совместной работы. Я думаю, что сотрудничество может пострадать, если связь будет прервана. Это хорошие замечания. Четкая коммуникация необходима для успешной командной работы. Да, без этого недоразумения могут привести к разочарованию членов команды. Точно. Нам необходимо обеспечить, чтобы все были на одной волне. Я считаю, что регулярные проверки помогут поддерживать открытые линии связи. Отличное предложение. Это позволит нам решать любые проблемы на раннем этапе. Давайте реализуем эту стратегию на нашей следующей проектной встрече. Я полностью за. Обеспечение эффективного сотрудничества приведет к лучшим результатам. Абсолютно. Вместе мы можем достичь гораздо большего. Урок 23. Ослепленный светом.
Я шла по улице, как вдруг мне показалось, что по моему лицу ударило что-то сильное. Сначала я не знала, что произошло. Казалось, что мир вокруг меня исчез. Помню, как я чувствовала себя полностью ослепленной, не могла ничего видеть, и мне было очень страшно. Наверное, это был сюрреалистический опыт, попытка понять, что происходило в тот момент. Да, мое сердце колотилось, пока я не могла прийти в себя, думая, смогу ли я снова четко видеть. Такая дезориентация может быть ошеломляющей. Это все равно, что оказаться в другой реальности. Через несколько мгновений я начала приспосабливаться, и постепенно свет снова стал проникать в мое зрение. Наверное, это было невероятное облегчение. Восстановление зрения может показаться вторым шансом. Точно. Я глубоко вздохнула и с благодарностью снова увидела знакомые достопримечательности вокруг себя. Урок 24. Местный колорит. Я думала о том, как важно погружаться в местную культуру во время путешествий. Абсолютно. Попробовать местную уличную еду — один из лучших способов по-настоящему познакомиться с этим местом. Я помню один рынок, где запах специй наполнял воздух, и у меня слюнки текут. Звучит восхитительно. Взаимодействие с поставщиками добавляет индивидуальности к опыту. Да, они делятся историями и рецептами, которые соединяют вас с сердцем сообщества. Это все равно, что попробовать историю и традиции культуры в каждом кусочке. Точно. Каждое блюдо рассказывает свою историю, и мне нравится открывать для себя уникальные вкусы разных регионов. И разве не замечательно, как еда может объединять людей и создавать воспоминания на всю жизнь? Абсолютно. Я всегда ухожу с чувством удовлетворения и желанием узнать больше. Урок 25. Творческое путешествие. Уверен, вы создадите потрясающие произведения искусства, особенно если дадите волю своему воображению. Спасибо. Я считаю, что получать удовольствие от процесса так же важно, как и от готового произведения. Это так, радость творчества может приносить невероятные удовольствия и освобождать. Когда я погружаюсь в искусство, я часто теряю счет времени, полностью погружаясь в момент. Эта глубокая сосредоточенность позволяет вашему творчеству свободно раскрываться и приводить к неожиданным результатам. Точно. Каждый мазок кисти — это новое приключение, ожидающее своего начала. А обмен этим процессом с другими может вдохновить их на раскрытие собственного творчества. Да, искусство уникально объединяет людей через обмен опытом и эмоциями. Это прекрасный цикл, в котором поддержка способствует творчеству и вдохновению. Урок 26. Уделение приоритетного внимания уходу за собой. Я думала о том, насколько важно уделять приоритетное внимание уходу за собой в нашей напряженной жизни. Это действительно позитивно. Если вы уделите время себе, это может существенно повлиять на наше благополучие. Абсолютно. Я начала каждый день выделять моменты, чтобы расслабиться и зарядиться энергией. Как эти изменения повлияли на вашу жизнь? Я чувствую себя более энергичной и сосредоточенной, готовой справиться со всем, что попадется мне на пути. Удивительно, когда же небольшая забота о себе может изменить нашу точку зрения и настроение. Да, я чувствую, что в такие перерывы я работаю более продуктивно и творчески. И это отличное напоминание о том, что мы тоже заслуживаем заботы о себе. Точно.
Очень важно прислушиваться к нашим потребностям и отвечать на них доброжелательно. Урок 27. Путешествие по живописным местам. Поезда– очень удобный способ передвижения, особенно если полюбоваться живописными видами по пути. Полностью согласен. Есть что-то волшебное в том, чтобы наблюдать за изменением пейзажа за окном. Это как движущаяся картина, где в каждом кадре запечатлена красота природы. Кроме того, поезда часто предлагают такой уровень комфорта, который делает путешествие приятным. И давайте не будем забывать о том, насколько легче передвигаться в поезде по сравнению с самолетом. Да, вы можете размять ноги, ходить и даже перекусить в любое время. Еще один вариант– автобусы, хотя они могут быть немного менее роскошными. Да, но они часто доставляют вас в место, куда поезда не могут добраться, и это уникальный опыт. Каждый вид транспорта имеет свое очарование, и изучение каждого из них может улучшить ваше путешествие. Урок 28. Заветные воспоминания. Да, у меня есть целая коробка с драгоценными воспоминаниями из моего прошлого. Звучит замечательно. Удивительно, как материальные предметы могут иметь такое глубокое значение. Каждое изделие рассказывает историю, напоминающую мне о людях и моментах, которые повлияли на мою жизнь. Я так отношусь к своим сувенирам. Они связывают меня с моей историей. Точно. Глядя в коробку, вы словно отправляетесь в путешествие во времени. Это все равно, что пережить эти заветные впечатления, снова ощутить все эмоции. А обмен этими историями с другими делает их еще более особенными. Да, это способ сохранить наши воспоминания и передать их дальше. Мне нравится идея создать новые воспоминания, чтобы добавить их в эту коллекцию в будущем. Урок 29. Тени и гром. Слушая грохот грома, я оглядывался по комнате, чувствуя холод. Тени были глубокими и темными, что создавало жуткую атмосферу, которая вызывала у меня беспокойство. Было удивительно, как шторм на улице изменил настроение в моем помещении. Да, как природа может вызывать в нас такие сильные эмоции и размышления. Меня переполняли волнение и страх, и я думала, что принесет шторм. Эти моменты могут быть одновременно захватывающими и тревожными, не так ли? Определенно. Это напоминание о силе и непредсказуемости природы. И все же есть определенная красота в том, чтобы наблюдать за штормом, не выходя из дома. Я согласен. Как только шторм пройдет, у нас есть время подумать и оценить спокойствие. Урок 30. Уютный уголок для чтения. Мне нравится уютная атмосфера этого места. Это идеальное место для побега от мира. Абсолютно. Тщательно подобранная подборка книг приглашает вас познакомиться с новыми идеями и историями. В каждом уголке есть свое очарование, поэтому здесь можно погрузиться в хорошую книгу. Удивительно, как пространство может одновременно вдохновлять на творчество и отдых. Да, я часто теряюсь на страницах, забывая обо всем остальном. Эти минуты спокойных размышлений очень ценны в нашей напряженной жизни. А комфорт теплого напитка делает впечатления еще более приятными. Это все равно, что создать для себя маленькое убежище, полное знаний и приключений.
Я мог бы проводить здесь часами, просто читая и погружаясь в атмосферу. Урок 31. Жизнь в прериях. Вы когда-нибудь задумывались, как жили индейцы прерий? Да, меня удивляет, что их выживание в первую очередь зависело от охоты, рыбалки и собирательства. Точно. Их навыки в этих областях были необходимы для процветания в такой обширной среде. Поразительно, как они использовали каждую часть животных, на которых охотились. Ничто не пропало даром. Рыбалка также имела решающее значение, и реки и озера служили для них постоянным источником пищи. Абсолютно. Сбор диких фруктов и растений вносил разнообразие в их рацион и был необходим для полноценного питания. Можете ли вы представить себе командную работу, связанную с этими мероприятиями? Должно быть, семьи и племена тесно сотрудничали друг с другом. Да, сотрудничество сыграло ключевую роль. Они делились знаниями о земле и ресурсах, что принесло пользу каждому. Удивительно, как их образ жизни был так тесно связан с природой. Урок 32. Время полета. Отлично. Я не хочу опоздать на свой рейс. Не волнуйтесь, у вас полно времени. Аэропорт находится всего в нескольких минутах езды. Вы уверены? Мне очень не хочется спешить с охраной. Абсолютно. До начала посадки у нас еще час. Не могу поверить, что чуть не забыла свой паспорт. Это было бы катастрофой. Это случается с лучшими из нас. Просто не забудьте перепроверить свой багаж. Хорошее замечание. Я позабочусь о том, чтобы у меня было все необходимое. И расслабьтесь. Вы отправитесь в путь раньше, чем заметите. Спасибо, что успокоили меня. Я очень признателен. Урок 33. Языковые барьеры. Знаете, в некоторых местах были местные жители, которые совсем не говорили по-английски. В самом деле, наверное, это затруднило общение. Поначалу так и было, но базовые фразы очень помогли. Это интересно. Какие фразы вы выучили? Простые слова, такие как «привет» и «спасибо», очень помогли. Понимаю, как это разорвало бы отношения с местными жителями. Точно! Они высоко оценили эти усилия, и это положило начало разговорам. Это отличная стратегия для путешественников. Определенно, это сделало опыт намного приятнее. Урок 34. Выбор моды. Вам стоит попробовать платье с запахом, оно настолько универсально. В самом деле, я это слышал, но никогда не примерял. Вы удивитесь, насколько они подходят для любого типа телосложения. Звучит многообещающе. Они тоже удобны. Очень. Их можно одеть вверх или вниз по любому поводу. Это именно то, что мне нужно для моей предстоящей поездки. Кроме того, их легко упаковать, что является бонусом. Мне это нравится. Меньше хлопот в путешествиях. Это всегда хорошо. Определенно. Давайте скоро спланируем поездку по магазинам.